тайны, интриги и вечные менты. Сегодня мы разберем лучшие российские детективные сериалы. Какой из них реально стоит вашего внимания? Давайте это Всем выясним. привет! В первой части мы разбирали американские детективные империи. От идеальной судебной системы в духе Дика Вульфа до мрачных одиночек вроде Гарри Босха. Но давайте честно, когда мы хотим посмотреть что-то по-настоящему цепляющее и близкое, мы часто включаем российские сериалы. Почему российский детектив сегодня – это больше, чем просто менты в кожаных куртках? Как российские сценаристы адаптируют западные стандарты, и почему в русском нуаре все намного мрачнее, чем в Лос-Анджелесе? Сегодня мы сравним российских тяжеловесов с американскими эталонами. Вспомните наш разговор о законе и порядке, идеальном американском симбиозе полиции и прокуратуры. В России эталонным процедуралом нового поколения стал первый отдел. Главный герой, Юрий Брагин, это ответ методичным американским следователям. Он сосредоточен на сборе доказательств, он действует строго по протоколу, и для него важна буква закона. Это база. Но, и вот здесь мы подходим к главному отличию. Сериал был бы стерильным, если бы не дуэт Брагина с оперативником Михаилом Шибановым. В первом отделе есть Шибанов. И он вносит в этот процедурал совершенно другую атмосферу. Атмосферу полиции Чикаго или даже Босха, где результат добывается потом, кровью и не совсем законными методами. Эта пара создает идеальный конфликт внутри самого расследования. Брагин – это голова, Шибанов – это руки и ноги, которые часто вынуждены делать грязную работу, чтобы улики вообще появились на столе у Брагина. В американском шоу «Как закон и порядок» или ФБР система работает сама по себе, как часы. В первом отделе показано, что для того, чтобы часы пошли в российских реалиях, нужно добавить немного Шибанова, оперативника, который умеет работать вне процедурала, но ради благой цели. Это делает шоу гораздо более реалистичным и объемным для зрителя. Пожалуй, самый популярный российский детективный сериал последних лет – это «Невский». И здесь мы обязаны провести параллель с полицией Чикаго. Главный герой – Павел Семенов и Хэнк Войт – это герои, слепленные из одного теста. Оба они – крестные отцы своих районов. Они понимают, что закон бессилен против реальной уличной грязи, поэтому они вынуждены действовать по понятиям, нарушая инструкции ради высшей справедливости. Но посмотрите, какая разительная разница в подходе. У американского Войта есть мощный ресурс и прикрытие федералов. Он действует с позиции силы и контроля. Наш Семенов часто одиночка в системе, который платит за свои методы гораздо большую цену потерей семьи, карьерой, предательством коллег. Но и вот здесь начинается самое интересное. Мы обязаны сказать о дружбе Семенова с криминальным авторитетом Фомой. В американских процедуралах, даже в полиции Чикаго, отношение копа и бандита – это всегда отношение использования информатор-стукач. В Невском показана совершенно иная, пугающе притягательная динамика. Семенов и Фома – настоящие друзья, которые спасают друг другу жизни, несмотря на то, что стоят по разные стороны закона. Эта серая зона, дружба с главарем ОПГ, делает моральный компас Павла Семенова гораздо более сломанным и сложным, чем у Войта или Босха. Это превращает Невского не просто в динамичный детектив, а в глубокую драму о верности, долге и цене выживания в современном Петербурге, где понятия прошлого все еще сталкиваются с законами сегодняшнего дня. Сериал «Шеф» – это уникальный для России проект. Он показывает сложную эволюцию органов от милиции к полиции, развивая тему ведомственной системы, которую мы видели в классических сезонах «Закона и порядка». Генерал Виктор Расторгуев – настоящий ведомственный рыцарь. Он пытается сохранить честь и честь мундира в системе, где переплелись коррупция, политика и старые связи. В отличие от американских агентов ФБР, которых в процедуралах часто изображают почти безупречными роботами, Расторгуев – живой человек. Он совершает ошибки, теряет близких и ежедневно делает тяжелейший выбор.
остаться в строю или сломаться. И здесь невозможно не упомянуть его сложные, многолетние отношения с криминальным авторитетом Максимом Тихомировым. Это не просто линия мент и бандит. Это глубочайший психологический поединок двух принципиальных лидеров. Расторгуев и Тихомиров стоят по разные стороны баррикад, но между ними есть странное, почти рыцарское взаимное уважение. Они оба презирают предательство, оба живут по собственному кодексу чести и иногда вынуждены объединяться против совсем уж отмороженных беспредельщиков или продажных чиновников. Наличие такого врага зеркала, как Тихомиров, поднимает шефа над обычными детективными сериалами и превращает его в настоящую масштабную сагу о власти, чести и человеческой природе. Если в первой части мы восхищались эстетикой западного нуара, то сегодня у нас есть свой мощный ответ – сериал «Черное солнце». И главное здесь – это атмосфера. Вместо привычного петербургского глянца или московских высоток нас переносят в сумрачные, почти готический Выборг. Его старая финская архитектура, холодные карельские леса и давящий туман создают то самое ощущение изолированности, когда сама локация становится полноценным героем истории. Второй столб сериала – классический дуэт напарников-антиподов. Приезжий следователь СК Игорь Жук, педант и принципиальный законник, для которого инструкция священна. И местный опер Евгений Чагин, человек эмоциональный, жесткий, привыкший решать вопросы по-простецки и по совести. Их конфликт – это не просто стычка характеров, а вечный спор о том, что важнее в провинциальной реальности – буква закона или живая справедливость. Сюжет с поиском маньяка здесь – лишь каркас для психологической драмы о том, как молчание, трусость и старые грехи провинциального городка разрушают жизни людей. А о том, как этот же жанр работает на туманных берегах Великобритании, мы подробно поговорим уже в третьей части. После тяжелых генеральских войн и мрачного нуара зрителю жизненно необходима разрядка. В первой части этой отдушиной у нас был Касл. В российском эфире похожую роль играет сериал «Чужой район». Это уже не суровый боевик и не процессуальная драма. Это ироничный, почти комедийный взгляд на изнанку службы обычного участкового. Главный герой, Андрей Фролов, сослан в непростой спальный район, где вместо громких терактов и международных заговоров ему приходится разбираться с кражей кур, шумными соседями и местными чудаками. Колоритные персонажи вроде опера Свистунова, узнаваемый народный юмор и житейские ситуации делают «Чужой район» близким и понятным каждому. Это отличный пример того, как детективный жанр умеет переключать регистр от сурового криминала к легкой народной комедии. Как видите, современный российский детектив давно перерос рамки простых историй про ментов и бандитов. Российские авторы научились брать лучшие элементы мировых процедуралов и накладывать их на свою уникальную почву. Там, где у американцев работает отлаженный механизм системы, здесь на первый план выходит живой человеческий фактор – процессуальная точность Брагина, которая не работает без жесткой хватки Шибанова, сложная моральная серая зона и настоящая дружба Павла Семенова с криминальным авторитетом Фомой. Ведомственная честь генерала Расторгуева и его уважение к принципиальному врагу Тихомирову, и, конечно, умение вовремя сбросить напряжение через народный юмор в «Чужом районе». Это кино не про идеальных супергероев в погонах. Это сага о людях, которые ежедневно делают сложнейший выбор между буквой закона, собственным кодексом чести и реалиями жизни. А какой из этих сериалов вы считаете самым точным и любимым? Чья философия вам ближе, строгого законника Брагина или уличного опера Павла Семенова? Напишите в комментариях, давайте обсудим. В следующей, третьей части мы отправляемся на Туманный Альбион. Мы разберем феномен британского детектива, от классического очарования Эркюля Пуаро до сурового антикоррупционного реализма Line of Duty и психологической драмы Broadchurch. Подписывайтесь на канал,
чтобы не пропустить продолжение. Ставьте лайк, если этот разбор был полезен. До встречи в третьей части.